Привет всем, я текст забыл. Как меня? Макс Байли. Точно, Макс Байли. Сегодня мой обзор посвящен Assassin's Creed Bloodlines. Это продолжение и, насколько я понимаю, логическое окончание первой части. Раз я уже проболтался, что Assassin's Creed Bloodlines является продолжением первой части, то нетрудно догадаться, что главный герой здесь Альтаир. Действие происходит через месяц после окончания действия Assassin's Creed. Альтаир перебирается в Акру, где узнает, что тамплиеры себе прихапали Кипр. Он начинает расследовать, зачем он им понадобился, и в ходе следствия обзаводится предателями. В течение всей сюжетной игры мы будем добиваться ответа на многие вопросы. В том числе мы, возможно, узнаем, для чего предназначено яблоко Эдема и зачем оно тамплиерам. Геймплейная же часть игры ничуть не хуже сюжетной. Ярые разборки с врагами и предателями, поиски потерянных монет, да и простая беготня по частям городов. Все это здесь преисполнено красотой и неповторимостью. На первом месте стоят, естественно, разборки с ярыми гадами. Всего в нашем арсенале 4 оружия. Скрытый клинок, меч, кулаки и метательные кинжалы. Каждым оружием можно вести бой с особой изысканностью. Но, кроме кулаков. Если вы хотите побыстрее отправить своих врагов к чертовой бабушке, то вам по душе придется меч. Им бой ведется двумя способами. Либо вы просто бьете врага, блокирующего ваши удары, что, кстати, потребуется лишь 4 удара. Либо вы как герой дожидаетесь, пока враг сам не начнет вас атаковать. И в тот момент, как он замахнется, зажмете кнопку действия и грохнете его сразу, или повалите на землю, а потом добьете. Но это если тамплиеры, всегда ходящие по одному. Есть у нас еще такие враги, как пираты. Они нападают по трое, по четверо, и их ряда все время пополняются. Воевать, соответственно, приходится дольше. Если же вы не хотите особо привлекать внимание, воевать или просто хотите замочить мразь по-быстрому, то можете выбрать метательный кинжал. Зайцем, перемещаясь в толпе, вы можете выбрать цель и просто швырнуть в него нож. А если вас заметят, то не беда. Пока враг к вам приближается, вы можете поиграть с ним в дартс, где мишенью будет, естественно, он. Но если настойчивый тамплиер все же подбежал к вам, полон злости и готов от Альтаира оставить лишь мокрое место, то мы достанем свою верную мини-шаблюку и будем отбиваться. Если тебе, друг мой, все же не хочется воевать, да и палиться с кинжалом не хочется тоже, то можешь испытать скрытый клинок. Выбрав ничего не подозревающего тамплиера вроде испытуемого, Альтаир медленно приближается, и когда от него до цели остается пара метров, зажимаем кнопку действия, Альтаир, якобы обняв врага, всовывает ему в тело свой клинок, отчего враг, схватившись за распоренную часть тела, падает замертво. Это все выглядит очень красиво. Ну да ладно, у нас еще есть кулаки, которые нам, увы, принесут победу лишь над бабульками и дедульками, расхаживающими по городу. Что делать, если вам не хочется тратить время на бойни, а нас спалили? Можно просто убежать и спрятаться. Делается это так. Вы, убегая от оравы неприятелей, можете спрятаться в куче сена, лежащей на дороге, или в телеге. Но ненадолго. Если враг стоит за вашей спиной, а вы на его глазах упали в сено, то Альтаир сразу же вылезает, ибо враги не такие уж и тупые. Но есть и другие места для игры в прятки. На зданиях есть халабуды. И если вам удастся, несмотря на попытки плохишей сбить вас камнем, залезть на крышу, то вы засядете в этой хатке до тех пор, пока тамплиерам не надоест вас искать, после чего вы вылезете и можете идти по своим делам. Но когда он вот так прячется, становится жалко детишек, которые строили эти халабудки для себя, а не для всяких там дядек, которые в них прячутся. И все же Альтаир не такой уж и бесчувственный убийца. Ему не всегда дают задание найти и замочить. Наравне с миссиями, в которых нужно распотрошить чье-либо тело, идут миссии, где нужно тихо, мирно, а главное так, чтобы нас не засекли, прийти к какому-либо человеку и передать ему послание от друзей или расспросить. Сюжет у игры, хочу сказать, немного коротковат, но для этого и есть задание простых жителей. Спасти бабушку от злодюги, поймать и обезвредить предателя или передать письмо. Но как только вы зайдете в какую-нибудь часть города, то этих заданий у вас не будет. А чтобы они появились, нужно провести некую синхронизацию. Это значит залезть на торчащее бревно на самом высоком здании, сесть и осмотреть весь город с высоты птичьего полета, а затем совершить прыжок веры. Прыжок веры можно совершать не только после синхронизации, но и просто так. Бежа по крыше, случайно заметив голубей, подбегаем к ним и... Иногда лазить по стенам и, соответственно, забираться на крышу нужно по кирпичам, торчащим из стены. И каждый раз назревает вопрос,
не делают ли внутри здания какой-нибудь ремонт, раз так кирпичи торчат. Также в каждой части города разбросаны монеты тамплиеров. Всего среди них 5 серебряных и 1 золотая. Искать их очень трудно, ведь они находятся в самых неожиданных местах. Подобрав монеты, мы несем их к их владельцам, а то они уже там с горя убиваются. Шучу. На самом деле за монеты в Анимусе можно покупать усовершенствование оружию, жизням и всему остальному. Также есть и бронзовые монеты, которые вы получаете после выполнения задания жителя или набрав энное количество убийств ярых гадов. Усовершенствуя себя можно смело идти на стрелу с главным плохишом. После убийства босса побега с места преступления, что является завершением одной сюжетной линейки, мы можем увидеть, как Альтаир сидит в маленькой комнатке и ведет запись своих рассуждений насчет яблока и Эдема, а нам лишь нужно догадываться, что это и с чем его едят. В общем, игра очень классная как в сюжете, так и в геймплее. Присутствует хорошее музыкальное сопровождение. Ну, вот и подошел к концу еще один обзор. Вы там не забывайте подписываться, ставить лайк, комментировать и, естественно, ждать новых обзоров. Ну а с вами был я. Опять забыл. Макс Бали. Вот. До новых встреч.